Гастролейшн я уже работаю больше 10 лет в отелях, в разных работала. И в 5-звездочных, и в 4-звездочных отелях работала. В основном эта работа связана с работой непосредственно с людьми, с теми гостями, которые приезжают в отель. Вот если вот вы берете путевочку, приехали в отель, непосредственно встретите там меня в качестве администратора. Не все наши российские гости выговаривают это гастролейшн, они не всегда понимают, что это такое. В основном я объясняю, что я администратор. Административная работа, то есть каждое мое утро начинается с того, что я оформляю документы, непосредственно связанные с отелем. Гости, которые приехали, у кого дни рождения, получают подарок торт. Кто уже несколько раз приезжал в отель, отсылаю им фрукты. Далее обход отеля, соответственно, я хожу и общаюсь с людьми в отеле, узнаю их мнение о нашем отеле, что им нравится, какие-то, может, у них там есть негативные моменты пребывания. Ну, вот это стараемся все уладить, исправить. Кто-то меняет комнаты, кто-то жалуется на еду, кого-то совершенно все устраивает. В основном стараемся помогать гостям всем, чем можем. С какими самыми частыми вопросами обращаются туристы? Самый частый вопрос, ну вообще вот, а что вы здесь делаете? Кто вы такая? А как вы здесь оказались? Ну и дальше по отелям непосредственно спрашивают, где они могут отдохнуть в отеле, какая программа на вечер. Опять же, рестораны у нас есть 2 а-ля карт, туда просят записаться. Ну, вот такого плана вопросы. Какие самые сложные моменты в вашей работе? Самые тяжелые? Наверное, когда отель, есть такое понятие овербукинг, когда полный отель, и вот кому-то вдруг из гостей не нравится комната, а физически этого гостя некуда переселить. И не все гости готовы подождать следующий день. Вот это, наверное, очень сложно. Потому что обязательно нужно найти вот тот компромисс, чтобы гость был доволен и отель не пострадал. Какой самый тяжелый, неприятный момент вы можете вспомнить из вашей деятельности? Смерть по неосторожности. Маленький ребенок утонул в бассейне. Да, 4-летний мальчик. А родители? Родители в это время, мама была на маникюре, бабушка с кем-то отвлеклась, заговорила. 15-летняя сестра каталась на горке в аквапарке. Маленький ребенок прыгнул в бассейн, где вот взрослая сторона, и его никто не заметил. Совершенно. Причем бассейн был полон людьми, поэтому, конечно, вот родителям надо обязательно следить за своими детьми. Ребенок прыгнул без нарукавников, совершенно, скажем, родители, которые покупают синие купальники для мальчиков, все-таки совершают большую ошибку. Нужно брать вещи как можно ярче, чтобы ребенка можно было всегда найти в бассейне. Его даже не заметили в синей воде, на синем дне, в синем купальнике. То есть он 10 минут у нас тонул. Он утонул за 10 минут. 10 минут его никто не видел. Вот это, конечно, это неприятно. После этого приходишь домой, и, скажем так, я мама сама, и я понимаю, что я тоже, возможно, не дай бог, конечно, вот кому-то это пережить. Всегда примеряешь подобные вещи на себя. Да. Потом ты очень долгое время вспоминаешь это, и бывает, что нормально уснуть не можешь. Вот это да, это неприятно. Как проявляют любовь и благодарность туристы? У русских это Аленка. Зачастую все приезжают с Аленкой. Честно, я хочу попросить разнообразить меню. Есть не только шоколадка Аленка. Что ты хотела? Честно? Вы знаете, я лично как-то даже никогда не думала, чтобы я хотела. Наверное, когда вот дома скапливается 10 Аленок, то я уже не знаю, что бы я хотела. Наверное, что-то другое, не знаю. Знаете, иногда даже ириски – это лучше, чем Аленка. Да, то есть вот все едут с шоколадкой Аленка. Прекратите. Причем я Аленку видела разную, разных совершенно размеров, разных производств. И белорусские, и русские, и 200-граммовые, вот такусенькие, маленькие. Все, я спец, я мастер по Аленкам.
Гастролейшн менеджер делает отдых гостей более интересным и насыщенным, ведь именно она помогает выбрать тематическую экскурсию, заказать трансфер или арендовать горнолыжное оборудование. Она сочетает в себе качество хостес, администратора и управляющего, излучает дружелюбие и заинтересованность. Ну, опять же, я говорю, утром документы, утром, опять же, поход на пляж, около бассейна, скажем так, осматриваю владения, проверяю места общего пользования, потому что нужно всегда посмотреть все это. Далее проверка комнат, хотя бы штук 5 нужно проверить, посмотреть перед приездом гостей. Вдруг что-то где-то ты заметишь незамыленным взглядом, как вот, знаете, вот уже мальчики хаускипинги убирают комнаты. Не всегда то, что для них нормально, это нормально для наших гостей. Поэтому иногда приходится смотреть, где-то ты увидишь кусок пыли, обязательно скажешь это хаускипингом, что-то там, возможно, где-то поменять постельное белье. Далее опять нужно написать ежедневный репорт для начальства, проверяю почту, всегда отвечаю на почту. Потом, конечно же, у нас есть онлайн-ревью, такие сервисы, как TripAdvisor, Holiday Check, Top Hotels, Booking, Google. Все вот это проверяешь, отвечаешь на все эти ревью заносятся опять к нам же в отчет. То есть, ну, такая рутина ежедневная, она есть. Вот. Это обычный день. Далее, конечно, когда ты видишь, что тебе пора домой, радостно собираешь сумку и едешь домой. Вы работаете больше с русскоязычными туристами или же с европейцами? Непосредственно вот в отеле, где я сейчас работаю, у нас больше скандинавы, у нас больше Европа. С ними у них есть свое предвзятое мнение на сервис, им тяжело угодить по сервису, да, то есть приходится за всем качественно следить. С русскими гостями гораздо проще, не настолько предвзяты. Ну, да, я думаю, скажем так, немцы, бельгийцы, британцы, с ними посложнее. Да, с ними сложнее. Это не потому, что, например, я не разговариваю на немецком языке. Сейчас есть куча переводчиков, опять же, на работе есть ребята, которые знают их языки. Но, скажем, понятие сервиса у них немножко отличается. А в чем сложность? Ну, они любят все качественное, еда обязательно должна быть, по их мнению, лучше. Причем это касается любого отеля. Они знают прекрасно, куда они едут. Но вот смотри, даже если, например, иностранцы приезжают в тройку, они понимают, что они в тройке. Они знают, что они заплатили за тройку. Но требовать они будут как на пятерку. Точно самая такая же ситуация и с четверкой, и с пятеркой. Они найдут недочеты, я думаю, везде. То есть очень проблематичные гости, на мой взгляд. Вот. Хотя некоторые из них достаточно тоже добродушные. Ну, я не знаю, с российскими гостями, которые, знаете, больше воспитаны, мне кажется, Сочи, Анапа, Адлер, Крым, с ними договориться проще, я так считаю. Не потому, что они не требуют сервиса, ну, просто, наверное, они проще идут на компромисс, вот скажем так. Компромисс для них более-менее найти всегда проще. Я не могу сказать, что на наши плечи падает очень серьезная ответственность. Гастролейшн идет связующим звеном с другими, скажем, сервисами отеля. То есть ты должна вовремя среагировать на ситуацию
и ситуация должна вовремя перейти к другому связующему звену. Вот скажем так, если ситуация связана с чистотой в комнате, значит, ты должна отреагировать, сообщить это хаускипингу. Если что-то гостей не устраивает по поводу еды, ты должна сообщить это шефу. Не нравится им анимация, найди анимацию. То есть вот такого плана. Ты должна всегда понимать, кому непосредственный вопрос предназначается. То есть ты связующее звено. Таня, а вот откуда ты брала навыки для этой работы? Смотри, когда я приехала в Египет, я приехала из России, до этого я в отеле не работала никогда. Самый первый отель, куда я попала на работу, это был отель Golden Five. Я работала в Даймонде. Первые 2 отеля – это кладезь знаний по отелю. Поэтому, конечно же, девочки, которые приходят вновь на работу Guest Relation, я считаю, что они обязательно должны учиться на ресепшн. Ресепшн тебя посвятит абсолютно во все детали и тонкости твоей работы. Только через ресепшн. Если ты не знаешь работу ресепшн, наверное, ты не будешь знать точно, как работать Guest Relation. Какими навыками должен обладать человек, чтобы работать в этой сфере? Смотрите, если ты зажат и боишься общаться с людьми, вот честно, ты же не всегда можешь заговорить с посторонним человеком. Это не твоя работа. Нужна коммуникабельность. Вот коммуникабельность во всем. Если ты стеснительный человек, ну, тебя, скажем так, ты не знаешь, как подойти с вопросом к человеку, это не твое. Это не твое. Если ты не боишься общаться с людьми, если ты... Послушайте, мы сюда все приезжаем, у нас даже наш английский, ну, скажем так, очень-очень бракованный, потому что в основном, да, это не наш язык. Поэтому я считаю, что поначалу я вообще разговаривала, скажем так, я вообще думала, что меня никто из иностранцев не поймет. Но, тем не менее, я пыталась, я пробовала, и я очень хорошо понимаю, что кто хочет тебя понять, они тебя поймут. Кто не хочет, даже если у тебя будет оксфордский акцент, тебя не будут понимать специально. Но, опять же, не надо трусить никогда, то есть не надо бояться. Наверное, вот личное бесстрашие, я не называю это мужеством, нет никаких, просто ты не должна трусить большое скопление народа. Вот. Это как вот в школе у доски. Некоторые выходят и свободно общаются, а некоторые, вот я помню, выходили к доске и все вот замыкаются в себе. Не надо замыкаться, общайся с людьми нормально, все. Вот это, да, это всегда помогает. Если что-то где-то у человека не получается, не надо на этом замыкаться. Сегодня не получилось, получится завтра. Завтра не получилось, обязательно получится послезавтра. Главное быть настойчивым. Надо знать, почему ты пришла сюда. То есть каждый человек, который приходит в отель, он отлично понимает, зачем он туда пришел. Он пришел туда заработать денег, он пришел туда для чего-то. То есть мы все в отелях для чего-то. То есть, если ты приехал в Египте это очень неплохая работа, скажем так, для женщины, для мужчины. Почему нет? Все, я считаю, это перспектив вот таких вот, что ты дослужишься, конечно же, до генерального менеджера, это никогда не будет. Потому что ты иностранец, все равно это, в основном эти должности все предназначаются египтянам. Но, опять же, когда я пришла, я была просто Guest Relation. Сейчас я Guest Relation Supervisor. То есть есть определенная ступенька к росту. Почему нет? Да, это совершенно нормальная, уважаемая работа, за которую неплохо платят. Вот. Абсолютно, почему нет? Можно. Можно жить, можно учиться дальше. Эта работа позволяет, кстати, реально, эта работа позволяет найти очень-очень много друзей по всему миру. Это мой муж, его настоящее имя Мухаммед Адель Борхам. Мы его в семье зовемся Дима, я не знаю, почему это так, это выбирала не я. Когда мы с ним познакомились, он мне уже сказал, что он Дима. То есть выбрано у него было какое-то такое его имя, кем до сих пор не знаем. Но тем не менее,
в нашей семье он у всех Дима. Моя мама его называет тоже Димой. Моя дочь, я, вот. Поэтому, если кому-то будет интересно узнать, как вообще строятся отношения между русской женщиной и египтянином, мужем, пожалуйста, могу вам потом рассказать. Вот. Да, в следующий раз непременно расскажем вам. Да. Напишите комментарий, я прочитаю. Да, напишите комментарий, обязательно почитаю в комментариях. Но сразу говорю, не думайте, что все кругом легко. Есть нюансы. Да. Так что могу вам раскрыть там несколько секретов успешной семейной жизни. И в чем она заключается непосредственно с мужем-египтянином. Да. Такая интрига. А потому что, кстати, вот ты понимаешь, эта работа тебя вот к этому учит. Да. Потому что, ты понимаешь, я на самом деле, я помню в свое время, у меня был такой момент, это было давно, мой папа, царство ему небесное, однажды маленькая меня напугала, я очень долгое время заикалась. Я безумно стеснялась говорить с людьми из-за собственного заикания. Моя мама меня учила разговаривать по слогам. Ты можешь все это записывать. И вот был вот этот момент, когда мне непременно пришлось переступать порог личной зажатости на то, чтобы я вышла разговаривать с людьми. Это я была именно тем ребенком, которая стояла и тормозила у школьной доски, боясь сказать слово. Сейчас, когда приезжает в отель группа из 25-30 человек, иностранцев, скажем, сербы, поляки, чехи, я спокойно веду эту группу в отель, я им рассказываю все про отель, показываю им комнаты, показываю им пляж. Все это рассказываю на английском, причем я понимаю, что у меня достаточно корявый английский, но потом даже некоторые из них мне говорят: Татьяна, мы все поняли, у вас такой хороший английский. А я для себя, я до сих пор говорю: нет, все плохо, боже, Кузнецова, ты сумасшедшая, люди тебя, наверное, засмеют. Но нет. То есть главное, чтобы тебя поняли. Вот это да, это большое счастье. И переступить личный порог зажатости, это, ну, скажем, дорогого стоит. Если ты один раз перестала бояться, там, ну, значит, дальше ты пойдешь. Главное, не надо зажиматься и бояться. Все. Вот наши страхи, личные наши страхи, они нам ставят очень много комплексов и не дают нам развиваться. Поэтому, если ты хочешь развиваться в любой, я считаю, в любой совершенно профессии, надо перестать бояться. Татьяна, а с чего все началось? Однажды все началось с того, что мне мой знакомый сказал, говорит: слушай, пришли мне свое резюме, а я, убей бог, даже не знала, как оно делается. Какое резюме, что такое CV. Я ему сказала просто: у меня его нет, я не знаю, что это такое, и как его написать, я тоже не знаю. Хорошо, я позвоню своим знакомым, и тебе перезвонят. Ну, я как-то подумала, что все это на этом и закончится. Где-то в течение недели мне позвонил мужчина, сказал: приходи на собеседование к нам в отель. Я попала в отель Golden Five, Diamond. Был такой у меня мистер Ашраф, менеджер. Он взял меня на работу, сказал: 3 месяца испытательный срок, я буду на тебя смотреть. Конечно, не хотелось его подводить, потому что я пообещала, что я буду очень стараться. 2 месяца я проработала на ресепшн, потом меня перевели в гастролейшн. И знаете, сейчас могу сказать, у меня очень много осталось оттуда друзей. Я подружилась там с хорошими девчонками. Вот до сих пор здесь в Египте осталась Галина, с которой я раньше работала, Татьяна, она сейчас замужем в Каире живет. Галина живет в Хургаде. Дружим, общаемся. Мистер Басом, который периодически мне пишет, спрашивает, как мои дела, я ему отвечаю. Мистер Зиад, вот тоже общаемся с ним до сих пор. А прошло времени с 2010 года. То есть вот с 2010 года, понимаете? Сейчас 2024, 14 лет я их знаю. Я считаю, вот они мне во многом очень помогли не падать духом. Если что-то не получается, помогали, что-то где-то прикрывали, какие-то косяки были же все равно. Но тем не менее, вот у меня осталось очень хорошее мнение именно об этом отеле. Я прям вспоминаю это с теплотой такой, потому что самый первый отель был.
скажем так, дебют это был там. Ну что ж, на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и обязательно смотрите видео, которые я оставляю в заставках. Там всегда много ценного. И до скорых встреч в Египте. Пока-пока.